Я живу в Красноярском крае в поселке городского типа, а вернее, в пригороде, учусь на четвертом курсе финансово-экономического университета, успешно сдал зимнюю сессию и приехал к родителям в поселок на зимние каникулы. Подумал, как мне с пользой провести эти каникулы, и решил, хотя 2-3 дня провести в тайге, своими глазами, наяву, увидеть просторы тайги, красоту ее зимних пейзажей, посмотреть, как птицы и звери зимуют на лютом холоде. Год назад я получил право охотничье ружье, правда, на охоту я еще ни разу не ходил, но стрелять из него умею, отец научил. Здесь, в таежных поселках, почти у каждого мужчины имеется охотничье ружье, без него здесь никак нельзя, они охотятся на мелкую дичь, диких оленей, чтобы обеспечить семьи мясом. Родители разрешили мне пойти в тайгу, но предупредили, чтобы был посторожней, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, возвращайся сразу домой, сказали они. Я взял ружье и охотничьи широкие лыжи, ну и, конечно, необходимый провиант в рюкзаке, а отец мне посоветовал, на всякий случай, взять топорик, мало ли зачем пригодится, сказал он. До зимовья, куда я направлялся, провести эти дни, было километров 15, меня в поселке заверили, что зимовье в нормальном виде окно со стеклом, есть печь-каменка, хорошая дверь. Попрощавшись с родителями и соседями, я на лыжах направился в сторону тайги, по пути рассматривал различные следы на снегу, вот здесь олени прошли, а вот там сторонкой лиса пробежала, а туда, к оврагу, волчий след ведет. Так, размышляя, я быстрым лыжным шагом направился к зимовью, уже начались сумерки, и я прошел большое расстояние, а лесной избушки до сих пор не видно, мороз крепчал, уже примерно было около -35 года рождения. Наконец, где-то через полчаса, я увидел впереди одинокую избушку, обошел ее кругом, и ужас охватил меня, у нее не было двери. Я искал дверь вокруг избушки, в самой избушке на полу, покрытом снегом, нигде двери не было. Окно и печь были, на самом деле, в порядке, только дров совсем не было. Я запаниковал, что же делать? Тепла без дверей в избушке не будет, сколько ни топи печь. Да и очень страшно ночевать без нее. Любой зверь может зайти сюда беспрепятственно, а о возвращении домой в ночное время и речи быть не может, подумал я. Еще раз вокруг домика поискал дверь, но безуспешно, кругом осмотрелся, и тут, недалеко, увидел загородку из жердей, а в ней сено, и я решил этим сеном заделать дверной проем. Принеся несколько охапок сена, я, наконец-то, закрыл полностью дверной проем. Настроение немного улучшилось, и я вздохнул с облегчением, что нет зияющей дыры на улицу из домика, как-то поспокойней стало на душе. Я очень устал за дорогу, пока сюда шел и пока заделывал дверной проем сеном. Я нащупал в темноте деревянные нарты, лег на них и незаметно для себя уснул. Сколько я спал, не знаю. Вдруг я услышал заунывный, протяжный вой. Я подумал, что это сон, но через какое-то время вой повторился и был громче предыдущего. Я открыл глаза и понял, что это волки, они приближаются к зимовью, ужас охватил меня и мурашки пробежали по моей спине. Я не знал, что делать, кричать или лежать молча, стрельнуть из ружья или зажечь пучок сена. Я хотел встать, но не смог сразу, мои ноги окоченели от холода, онемели и пальцы на руках, медлить было нельзя. Любой, даже самый слабый волк, мог при желании пробить в сене дыру передней лапы и заскочить в зимовье. Мне ничего не оставалось, как закричать, я закричал во всю мощь. Во время крика я бегал, прыгал, махал руками, и к моей радости от этих движений пальцы рук начали двигаться. Я чиркнул спичкой и зажег пучок сена. Внезапно вой волков стих. Почему они перестали выть? Где они? Притаились или ушли за оленями? Я спалил еще 2 пучка сена. Больше не стал, иначе сено в дверном проеме осядет вниз. А этого мне как раз и не надо было. До самого утра воя волков больше не было слышно. Как только начало светать, я нарубил в лесу хвороста из сухостоя, вскипятил из снега чаю, хорошо поел, что брал с собой и, встав на лыжи, быстренько отправился домой. Но всю дорогу я думал о волках, ведь, если бы не они, я бы не проснулся и замерз на нартах. Я мысленно благодарил волков,
Это они своим воем спасли меня от смерти, подумал я, подходя к поселку. Вот такая удивительная история.